Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Любить Белая. Хочу предложить вам расклад, который будет называться «По следам его памяти». Приглашаю вас на личные консультации. Вся информация под видео. Всегда рада к взаимодействию, сотрудничеству. Ну что ж, давайте будем начинать. Сегодня в нашем раскладе я постараюсь раскрыть целую серию вопросов. И первый вопрос, который мы попробуем понять, это вы его глазами. Что ему понравилось в вас при первой встрече? Его желание, чтобы он хотел бы от вас. Что вы принесли ему в тот момент? Причины разрыва и ухода из отношений. Что чувствует к вам сейчас и какие испытывает эмоции? Что осознал за это время без вас? Что сказал бы вам сейчас? Жалеет ли он, что не с вами? Хочет ли вернуться к вам? Возродить отношения? Ну и, конечно же, в конце обязательно это совет от высших сил. Ну что ж, давайте будем начинать наш расклад. И первый вопрос, который сегодня у нас прозвучит, это вы его глазами на первый момент встречи. Увидел он вас женщиной или девушкой, которая стремится вперед на всех парах по своей жизни. Она не хочет тормозить события, не хочет оставаться в одиночестве, расслабляться. Она хочет реализовать себя на 100%. Увидел он вас очень активной, деятельной женщиной или девушкой. И вы понравились ему как раз именно с этой точки зрения. Ваша активность его поразила и воодушевила. Вы необычны, вы не грустите, вы не расстраиваетесь, вы стараетесь оптимистично смотреть на то, что с вами происходит. На данном этапе вашего знакомства вы не так-то много зарабатывали, но он увидел в вас, что вы не останавливаетесь и стремитесь к новым свершениям. Вы человек развивающийся. И вы как бы пытались простроить свою жизнь заново, обнулить ее полностью на 100%. И порой вы были где-то бесшабашны и раскрыты всему миру, оголены ваши эмоции, чувства. Вам немножко не хватало мудрости, но эта мудрость потихонечку у вас развивалась и проявлялась. И, конечно же, у вас не было любви, не было покоя. И, наверное, поэтому вы были в постоянном поиске. Поиске не только себя, но и в целом понимания жизни и того, что с вами происходит. Что ему понравилось в вас при первой встрече? Во-первых, ваш характер. Вы человек очень добрый, миролюбивый. Человек, который готов к сотрудничеству, готов к общению. Вы располагаете к общению. Вы не стесняетесь, не скрываетесь, не закомплексованный человек, а человек, который открыт к позитивному общению, ну и любви. Человек, который наполнен любовью и хотел бы поделиться этими состояниями. Карта тройка чаш нас в очередной раз подтверждает то, что понравилось, вот это ваша душевность, радость, желание поделиться этой радостью с другими людьми. А еще вы человек, и ему это очень понравилось, что вы не хотите где-то прятаться, находиться в каких-то ограничениях. Вы не будете подглядывать из-под тишка, что там, как происходит. Вы человек открытый.
Ну и по своей сути человек, который не только стремится добиться высоких результатов, но и человек, который уже на том этапе многое чего достиг. Вот это вот ваше желание дойти до конца очень ему понравилось. А еще понравилось, что вы увидели его чувства, увидели желание общаться. Его желание при встрече, что он хотел от вас. Эта карта нам говорит о том, что он не сразу же хотел получить обратную связь. Он в большей степени был заинтересован в первую очередь в собственном росте, именно в материальном росте. Желания какие были? Желания скорее общения и взаимодействия первоначально, но не, скажем так, поделиться, обогатить друг друга. Вот этого на первых порах у него, естественно, не было. Он не воспринимал вас всерьез, не воспринимал вас на 100% и не понимал вас до конца, какая энергия в вас была заключена. Наверное, первоначально желание было это общение и попытка понять, а кто вы. Карта влюбленные нам говорит о том, что первоначально эмоций, чувств любви у вашего партнера не было. Скорее это был интерес. Интерес и общение. Но ему не хотелось раскрыться на все 100%. То есть достаточно осторожное взаимодействие. Что вы принесли этому человеку, своему партнеру на первых порах? Давайте посмотрим. А вы подарили ему свои мечты. Вы раскрыли ему свои мечты. Вы показали ему, что вы хотите, к чему вы стремитесь. И наполнили его вот этой энергией желания что-то сделать, изменить в этой жизни, добиться чего-то. Вот, наверное, вы наполнили его такой необычной звездной энергией. И дальше карты нам не говорят. Наверное, это большой-большой секрет. Вселенная закрывает. Каковы же причины? Это вроде бы такое неплохое начало, но почему-то произошел разрыв. А карты нам говорят о том, что что-то было сделано неправильно. С точки зрения закона, с точки зрения морали, норм. Возможно, это был какой-то обман. То есть, когда между людьми случился момент недопонимания и неправильных действий. Причина разрыва. Вот так я и сказала. Момент непонимания. Непонимание, что привело к тому, что мир ваших взаимоотношений разрушился. То есть то, что первоначально хорошо зародилось, оно в одночасье было разрушено. Вы потеряли вот эту гармонию. Как вариант, этот человек, ваш бывший партнер, возможно, не захотел вас поставить в статус постоянной замужней женщины. Он увидел в вас женщину, которая необходима на время. Возможно, это легкие отношения. И вот это стало причиной. Он не захотел предложить вам замужество и зарегистрировать отношения с вами. И вот это стало вашим разрывом. А еще, возможно, это какая-то тайна. Возможно, он просто вас не понял. Не понял ваши мечты, не понял вашу глубину. И поэтому не увидел в вас своего партнера на всю жизнь. Это стало разрывом.
Что чувствует к вам сейчас этот мужчина уже после разрыва? А он вас вспоминает, он постоянно вас думает, вспоминает, как вам было хорошо, вспоминает, какие замечательные были дни, когда он был с вами. Но он ничего не делает при этом, он просто размышляет, вспоминает. И эти воспоминания, они приносят ему приятные ощущения. Он понимает, что вы потерянный шанс для него. То есть вы были человеком, который бы смог его в течение всей жизни поддержать и быть рядом. Но он этот шанс не взял и не воспользовался. И по справедливости вас лишился. Что чувствует? Хотел бы все изменить. Хотел бы вернуть все на круги своя. Не хотелось бы грустить. Хотелось бы, чтобы его жизнь вновь наполнилась такими позитивными эмоциями, которые вы ему дарили. На самом деле сейчас у него таких эмоций нет. Что осознал за то время, которое живет без вас? Осознал то, что какое-то время он просто-напросто не мог ничего делать. Он почувствовал себя разбитым и находился в состоянии, возможно, депрессии, грусти, печали. Сейчас он выходит из этого состояния и понимает, что вот такое время и такие эмоции были неспроста. Это было как наказание за то, что он когда-то не понял и не осознал. Сегодня у него не очень ладится работа, не очень формируется у него хорошее взаимодействие не только по работе, а и вообще по жизни. То есть ему достаточно сложно. И самое главное, рядом нет любящей женщины. А если и есть, то это женщины скорее легкого поведения, которые не стремятся заботиться о нем, переживать и помогать ему по жизни. Что сказал бы он сейчас на данном этапе вам? Он бы вам сказал, что очень сожалеет о том, что теперь нет такой радости и удовлетворения жизнью, какая была вместе с вами. Сегодня он потерял этот источник, и поэтому внутри его раздирает противоречие. Он себя ведет порой несправедливо, не только по отношению к себе, но и к окружающим. Сегодня он в таких тяжелых энергиях, и как бы хотелось ему вернуться в те времена, когда ему было легко, когда его любили. Что бы он еще вам сказал? Что он сегодня не готов отстаивать себя в этих отношениях и добиваться этих отношений, потому что время упущено, и высшие силы и Вселенная сегодня не на его стороне. И сегодня у него нет выбора, как раньше, когда он мог предложить руку и сердце. Хочет ли вернуться к вам? Возродить отношения? Он думает об этом. Он просматривает варианты, которые у него сегодня есть, но не может решить, потому что он боится. Если он сделает выбор, то что этот выбор и к чему он приведет? Он думает, что приведет это к вашей агрессии, к тому, что вы не примете его и просто-напросто его выгоните. Хотел бы он все сделать честно, бесхитростно, без обмана, по-доброму, по-душевному, вернуться, да, и рассказать о тех чувствах, которые его переполняют, и о том, как бы он хотел, чтобы у вас была совместная жизнь. А на самом деле вариантов сейчас нет. Возродить ваши отношения. Жалеет ли он, что не с вами? Да, жалеет, потому что сегодня он не король кубков, сегодня его не любят. Сегодня он больше времени тратит на работу, на зарабатывание денег. И жалеет о том, что ему не хватило мудрости
открыть себе дороги и создать светлое будущее с вами. Он устал от того, что болит сердце, и хотел бы вернуться в те мечты, которые вы ему когда-то подарили. Совет от высших сил. Не надо работать над этими отношениями. Как говорили, кто старое помянет, тому глаз вон. Поэтому Вселенная нам говорит: я помню, путь души, судьба и предназначение. Помните о том опыте, который вы обрели, и знайте, что все это не зря. Принимайте мир таким, какой он есть. Не отвергайте никакие уроки этого мира. Учитесь в этом земном воплощении и становитесь людьми. Вы дитя космоса. Вселенский разум внутри вас. Прислушивайтесь к этому вселенскому разуму. Мир меняется, и воплощайте свои мечты в реальность. Не застревайте на старых отношениях. У вас впереди космос. Еще чуть-чуть, и вы скоро почувствуете, что пришло время. А к чему время пришло? К открытию истинной картины мира. У вас откроется глобальное видение и новые идеи, которые вы сможете реализовать в своей замечательной новой жизни. До новых встреч! Это был очередной расклад от Белой Лебеди. Приглашаю вас на личные консультации. Всегда рада к взаимодействию. До новых встреч!